Привет всем! В этом видео я расскажу про шим-регулятор оборотом. Сейчас мы его подключим, продемонстрирую, как он работает и немного расскажу про него. Вот эта моделька идет без корпуса и практически идентичная, но внутри чуть по-другому. Если мы разберем, посмотрим, вот такая вот есть еще в корпусе. Эти модельки идут на 60 ампер. Продавцы указывают 60 ампер, но это ток пиковый, то есть нельзя постоянно подключать нагрузку на 60 ампер. Максимальная нагрузка постоянная, то есть вы подключили и работает на протяжении длительного времени. Это 40 ампер. В этой модельке также есть внутри кулер встроенный, то есть 40 ампер он может потянуть, но вот эту модель, если вы подключите 40 ампер, то нужно будет еще для нее сделать дополнительный какой-то обдув, чтобы охлаждать вот эти радиаторы, потому что даже на 40 ампер он будет сильно перегреваться. Я думаю 25-30 без дополнительного охлаждения вот как раз на вот этот ток сгодится вот данный шим-регулятор. На плате у нас есть клеммы для подключения и с обратной стороны у нас есть подписи. Power минус плюс подаем питание на вот эти две клеммы, а на вот эти две клеммы мы подаем нагрузку. Вот подписано мотор плюс-минус. Подключать можно не только двигатели, можно подключать тены, нагреватели, если вы хотите регулировать. Но этот шим-регулятор, он предназначен для напряжения от 10 до 55 вольт. То есть, если у вас нагреватель постоянного тока и напряжение там от 10 до 55, то можно регулировать силу нагрева этого нагревателя. Также можно подключать освещение светодиодной ленты, регулировать яркость, либо лампы накаливания. Тоже сейчас подключим, проверим, как работает. То есть можно регулировать яркость свечения. Также здесь есть дисплей, он на проводах вот такой выносной. Точно такая же есть моделька без дисплея. У меня ее нет, чтобы показать, но я ссылочку в описании оставлю. И также есть в корпусе у нас дисплей здесь припаян, распаян на плате. То есть он уже в плате закреплен. А этот можно куда-то вынести, установить. То есть плата в корпусе, а дисплей где-то установить, чтобы было видно. Показывает он в процентах, то есть мощность от 0 до 100% подаваемая мощность. И это у нас потенциометр. То есть вот он вращается с выключателем. Выключили. Шим-регулятор питание не подает. Включаем и уже регулируем. Давайте для демонстрации подключим. Я вот подключу лампочку. Сейчас покажу, как она работает. Изменяется яркость. Лампа 55 ватт на 12 вольт автомобильная. Здесь полярность не важно. Подключили лампу и подключаем питание. Плюс-минус. Полярность не путать, потому что может сгореть. Скорее всего так и будет. Проверять не хочется, поэтому мы строго полярность соблюдаем. Подключаем питание. Готово. Вот блок питания, я подал питание. Вот у нас подается на вход 12 вольт. Здесь у нас одно из положений мы выбираем. Для лампочки любое. И включаем. Так, вот наша лампочка. Свет я приглушу, чтобы лучше было видно. Так, вот в процентах у нас. Вот увеличиваем и увеличится яркость. И вот у нас на 100%. И можем регулировать яркость свечения. И в зависимости от яркости у нас вот при 20% у нас потребляет 1,6 ампера. Вот ставим 50%. У нас потребление идет 3,5 ампера. И при 100% 5,8 ампера потребляет. Лампочка, ну чуть-чуть потребляет у нас две релюшки здесь. И схема тоже где-то там 150 миллиампер потребляет. Так, выключаем. Вот так у нас регулируется вот с помощью шим-регулятора яркость свечения. Вот, либо также можно регулировать мощность обогревателя. Лампочку отключаем, будем подключать двигатель. Также стоит отметить, что шим-регулятор у нас регулирует не напряжение. Напряжение у нас остается постоянно. Вот если взять мультиметр и померить напряжение, то у нас оно примерно будет одинаково. Вот сейчас выключено. Так, надо так поставить. Вот видно циферки хорошо. Мы включаем.
Напряжение 12,3, 12,1. То есть мы регулируем. Напряжение не падает там до 5 вольт на 10%. Оно остается постоянным. Вот у нас 14%. Мы 50% увеличим. То есть напряжение примерно остается таким же, как и на входе. А шим-регулятор, он регулирует периодичность включения. То есть он пульсациями включает. И чем меньше процент выставленных оборотов, вот выставлен, например, 10%, то у нас, если взять промежуток времени, 10% включено питание, а остальные 90% выключено. Это с частотой там 15 кГц данный шим-регулятор работает. То есть вот с периодичностью включается. Если выставить на 50%, то у нас половина времени включена, половина выключена. Просто это очень быстро происходит. Включается, выключается. То есть пульсационно у нас подается напряжение. Вот сейчас мы подключим мотор и посмотрим, как регулируются обороты с помощью этого модуля. Вот, подключаем. Выключили. Включаем. На 10% недостаточно питания, чтобы начался вращаться. Вот на 18 уже начинает крутиться. Можно чуть уменьшить. Вот у нас минимальные обороты. С помощью переключателя мы можем моторчик в разные стороны вращать. В одну, во вторую переключать вращение. Вот, и регулируем обороты. Вот у нас 100%, это на максимум. Вот, убираем. То есть с помощью потенциометра обороты у нас регулируются. И также у нас с помощью переключателя регулируется реверс. То есть можно вращать в одну сторону, можно во вторую. И давайте посмотрим на вот этот модуль. Ссылочки я на все эти модули оставлю в описании. Если кому-то нужен такой модуль, то можете заказать по ссылочке. Вот мы возьмем в корпусе моделька. Как она здесь устроена. Сейчас я его открою. Здесь крышечка. Вот так вот она открывается. Нужно поддеть. Здесь две защелки. И она сдвигается вот так вперед. Сдвинули. Крышка открылась. Платы очень похожи. Если сравнить, компоненты чуть-чуть по-другому расположены. И здесь есть разъем для подключения кулера. Вот у нас кулер стоит. И он охлаждает как раз вот эти радиаторы. Так же само подключается два контакта на моторчик. И два контакта на питание. Плюс-минус. Вот подписано на крышке. И на плате там с нижней стороны тоже есть подписи. Подключили. Даем обороты. С помощью реверса переключаем. И работает кулер. Охлаждает радиатор, чтобы транзисторы не перегрелись. Также в этой модельке вот эти вот выключатели потенциометр можно установить с обратной стороны. Вот если выломать вот это отверстие, здесь уже заготовлено, просто центральную часть выламываем, вставляем сюда потенциометр, прикручиваем, а вот место под кнопочку. Также здесь вот чуть-чуть оно слегка держится, вот эта вот планочка, ее выламываем и сюда вставляется вот этот выключатель. Тогда у нас уже будет внутри все установлено. Только единственное, что дисплей будет с обратной стороны. Вот такой вот модуль. Ссылочки на все это я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.